Доброго времени суток, дорогие друзья. Добрый день всем. Рядом со мной знаменитый человек, не побоюсь этого слова, по-настоящему народный артист, которого знает вся страна и за рубежом. Это Владимир Валенко, создатель и вдохновитель, и певец, и композитор, и поэт, и очень позитивный человек, который создал эту группу «Божья коровка». Добрый день, Владимир. Добрый, добрый. Вот сегодня записали эфир, мне кажется, так поговорили по-человечески, душевно, на одном дыхании, можно сказать. Коснулись разных моментов жизни чуть-чуть так, и самое главное о творчестве. Вот Владимир во все времена неутомимо занимается пропагандой позитивных песен. Мне кажется, связано с твоей юностью, потому что предпочтения музыкальные были разные, да. Сегодня мы вспоминали и Чистякова, и Петра Мамонова, можно, наверное, да, вспомнить. Да, конечно, И да. других каких-то там Гаркуша, да, там и так далее. И вот у тебя это такое настроение было, наверное, под впечатлением. Потом ты говорил тоже, что ты слушал, ну, я думаю, что ты меломан, слушал зарубежную музыку. Вот, но тем не менее, то, что ты сделал, вот этот шлягер, который сегодня звучит и не стареет. Мы сегодня об этом поговорили, дорогие друзья. У тебя «Гранитный камешек груди», то есть песня называется «Гранитный камешек», как и альбом, который Владимир записал в 94 году. Вот вернись, пожалуйста, вот в это далекое прошлое на несколько мгновений еще раз. И расскажи, пожалуйста, как вот эта идея возникла назвать так, одноименно и альбом, и как ты почувствовал, что вот эта песня выстрелит? Да, с этой песней уже было и так все понятно. В принципе, и где бы я ее не пел, она всегда проходила на ура. И когда я притащил ее в студию «Союз», которая тогда выпускала диски, они сказали: да-да, мы ее давно искали, давайте мы ее выпустим и назовем, значит, и песню, и альбом одним. Это уже был их чисто коммерческий ход для продажи. Но я тут не имел права возражать что-либо, поэтому я сделал все, как они велели. И, в общем, никто не пожалел. Это был чисто профессиональный такой коммерческий ход, 94 год, да. Да. И я хочу сказать о том, что вот я сегодня тоже говорил, что вот я, бывает, еду в машине, щелкаешь радиостанцию обязательно за день. Ты, если долго едешь, где-то эта песня обязательно промелькнет. Я не хочу сейчас рекламировать радиостанции, но она звучит. Вот. И когда слышишь, что как бы это вызывает такую добрую ностальгию, поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube на канал Владимира Валенко, и подписывайтесь ВКонтакте, добавляйтесь в друзья, и будет у вас хорошее настроение. И вот буквально недавно запущен был тобой новый клип, который называется «Пароль». Вот об этом еще можно несколько слов? Да, эта песня приснилась мне во сне, как такое некое предупреждение о том, что сейчас очень мошеннические действия сильно развиты. Сегодня мы все ощущаем эти атаки, и в телефоны там кто-то звонит, да, и карты пытаются как-то там сохранить, через Сбербанк действуют всякие типа операторы, какие-то следователи звонят. На самом деле это все подставные люди. Вот. И у нас был случай, когда девушка поехала в Турцию, вот, и там один, так сказать, аниматор, красавец, с ней познакомился, вот, и он за ней так красиво ухаживал, вот, а на самом деле оказался альфонсом, который у наших русских девушек вымогает там карточки или там, знаешь, подглядывает пароли, потом снимает деньги, вот, и мы его таким образом рассекретили, вот, и был, в общем, самый простой способ, как избежать этой депрессии, был поменять пароль. Что и сделала Наташа Шоколадкина и в этой песне. Поэтому вас призываем быть очень бдительными, вовремя менять пароли и не поддаваться ни на какие вот эти вот мошеннические действия, которые сегодня нас атакуют со всех сторон. Будьте внимательны, пожалуйста. Когда взламывают аккаунты, когда пользуются бедой ваших близких якобы. Сколько я таких случаев видел, да? Там в Инстаграме где-то взламывают аккаунт, у вас там сын попал в аварию, у вас там дочь Нет, ну вы заболела, подумайте, собирайте. что эта песня какая-то грустная, она на самом деле очень Нет, такая она очень веселая, веселая, как раз она ностальгическая, с юмором, да, то есть как бы я говорю о грустных вещах, да, но там решено все очень весело. да, Был такой фильм, кстати, в 1988 году, по-моему, вышел, год создания нашей группы, назывался он «Отпетые мошенники». да.
Вот, очень такой прикольный фильм про двух таких конкурентов, которые занимались там на курортах разводом всяких барышень таких. Но кончилось тем, что их обоих сама там одна развела. Фильм достаточно юмористический на эту тему. Вот. И вот в традициях этого фильма, в принципе, сделана и эта песня. Я еще сегодня с удовольствием узнал, что, оказывается, Владимир в свободное время любит играть в шахматы. Вот, и, ну, не только там с Играю с можно, мастером, да. да, играть с Хочу телефоном. подойти к грандмастерскому уровню. Вот, и второе занятие, он любит работать над фотографиями в фотошопе. Делает многие обложки для своих видео и для своих песен. В принципе, и видео я тоже сам себе делаю. Да? Конечно, я уже давно понял, что хочешь сделать хорошо, нужно Сделай сделать сам. самому, да. И я хочу сказать, что очень рад, что вот у нас прошел такой разговор, сегодня состоялся. Поэтому, когда программа выйдет, мы обязательно ей поделимся. Вот, я всех вас призываю еще раз, подписывайтесь на его все странички ВКонтакте, на Ютубе. Вот, слушаем песни, ностальгируем. Божья коровка, он всегда по-разному отвечает на эти вопросы. Когда задают вопрос, откуда вот это название произошло, и ты всегда даешь, да, какой-то новый оригинальный ответ. Но мне понравилось, когда ты сказал, что был такой момент, когда Божью коровку мы в детстве отпускали, да, там лети, и загадывали желание. Вот этот ответ на вопрос понравился твой, как бы, это, наверное, ближе к теме или нет? Это одна из Версий. ответа на этот вопрос, потому что вопрос задают постоянно и всегда, и отвечать на него как-то однозначно это неинтересно. Да. Поэтому я придумываю что-нибудь новенькое каждый раз. На самом деле, это название пришло нам свыше, от Бога самого. Да? Вот. И я это понял потом сразу, когда мы в 1988 году приняли это название, для нас это была просто игра слов. Такая стебная игра слов, еще было время такое. Ну, не все, наверное, сразу поняли, да, тебя? Советская, да. Кто-то вообще сначала подумал, что это детская какая-то группа. Я говорю, о, это неплохо, в принципе, это мне подходит. Кто-то говорит, а я вижу в этом что-то глубоко религиозное. Я говорю, и это тоже неплохо. Да. А кто-то говорит, что просто что-то такое чистое, светлое, да, там, исполняющее желание. Я говорю, и это отлично. И вот со всех сторон меня это название устраивало, потому что оно доброе, позитивное. И правильно ты сказал, как назовешься корабль, так он и плывет. Вот. Я ни разу не пожалел, что я выбрал именно это название. Хотя версий, вариантов у нас было много, достаточно всяких глупых и не крайне неудачных. Ну, я изначально. думаю, что это не случайно, это свыше действительно пришло, Конечно, потому конечно. что кто верит в случай, тут не верит в Бога. А у Владимира Валенко, оказывается, еще есть несколько альбомов такие на религиозную тематику, вот, поэтому православную, да? Ну, на христианскую На тематику. христианскую, да, поэтому- Альбом «Госпел» можете послушать, он выложен в сети, и он есть в Ютубе. Вот, я хочу еще раз тебе пожелать, во-первых, творческого долголетия. Оставайся таким же, какой ты есть сегодня. Вот. Делай количество шагов необходимых, как ты делаешь, вот, в день. И пусть твой следующий шаг приносит тебе радость, счастье и хорошее настроение, как ты приносишь своим творчеством. Спасибо за то, что пришел. Спасибо, что позвал, дорожайший. Да, спасибо. До новых встреч. До новых.